Всем здравствуйте! Я вас рада приветствовать на моем канале «Путь к себе». Меня зовут Анна. И сегодня я предлагаю посмотреть такую тему. Самый главный ваш затык в данный момент в вашей жизни. Посмотрим по рунам, потом доложим на Таро. Здесь у нас получается, что очень много мужской энергии и очень мало женской. Баланс нарушен, и в данном случае имеет значение, что девушка спиной, это руна женская, потоковое состояние такое, знаете, когда вот женская интуиция какой-то. А здесь у нас получается такая прям жесткая мужская энергия, выше, сильнее, бодрее, веселее, как говорится. Ну, тут про веселее нет, а тут именно про выше, сильнее, бодрее, надо, не хочу, но надо. И как получается этот баланс, он истощен, да, между мужским и женщиной, и женским. Если вы женщина смотрите, то у вас перекос идет в мужское. Если вы мужчина смотрите, то вам не хватает где-то мягкости и спокойствия, да, вы можете быть взрывным, очень таким суетливым, не суетливым, сейчас подберу слово, рисковатым, я бы вот так сказала, взрывным, да, там, раздражительным, хочется все и сразу, очень большие цели, очень много амбиций, и нет, вот нетерпеливый, вот нашла слово, очень вот 24 часа в сутках мало, я бы мог работать 30 часов в сутках, вот, но только чтобы вот побыстрее сделать то, что я хочу получить. Вот это вот сюда не хватает терпения, какого-то спокойствия. Очень много огня, который может быть взрывным, да, и самое интересное, что это может влиять на то, что вы делаете. Как это влияет на то, что вы делаете? Это может влиять так, что люди не понимают, чего вы от них хотите. Они, как назло, делают не так, как вам нужно. И здесь может включаться такая установка, как проще сделать все самому. Да? Никому вот хочешь сделать хорошо, сделай сам. Вот какое-то недоверие, проблемы с делегированием. Это все сюда. Радости вам, конечно, это не добавляет. Здесь про я сам. Никто лучше меня не сделает, никто кроме меня не сделает. Если я не сделаю, никто не сделает, никому это кроме меня не нужно. Соответственно, пашем, солнце еще высоко, как говорится. И это все сюда. Давайте смотреть, что нам с этим перекосом делать. Мерить пыл. Здесь, знаете, о том, что иногда
мир, он как бы притормаживает специально, чтобы, во-первых, вы не выгорели, потому что когда очень много огня, может быть пресыщение, наступить выгорание очень быстрое, когда, вот знаете, молниеносные какие-то, когда вот ракета, да, получается, в космос она стартует, сначала очень-очень много огня, очень много дыма, вот это вот все, и там очень много энергии, очень много огня высвобождается, чтобы эта энергия. Но это и именно на старте. Если постоянно вот это все вырабатывать, это для человеческого тела невозможно. И, соответственно, нужно умерить немножко пыл, да, научиться планировать, да, идти маленькими шажочками, возможно, не маленькими, но какими-то структурированными, не семимильными шагами. То есть получается, что вы можете там, например, если работаете 7 дней в неделю с утра до ночи, там, целый месяц, вы можете просто заболеть, да, тело уже откажется, говорит, я хочу отдыхать, дайте мне выходные, я забыл, как они называются. Это вот тоже сюда. И, соответственно, движение должно быть более плавным. Я не говорю о том, что нужно отказаться от своих целей, от каких-то возможностей, но цели не должны быть завышены, чтобы у вас хватало времени еще и на другое, на отдых в том числе, вот, чтобы не было этого трудоголизма какого-то. Тогда у нас что? Тогда даже, знаете, как и у мужчин и женщин, вот это движение, оно может стать интуитивным в каком плане, что в нужном месте, в нужное время, да, например, вам нужно было что-то сделать, долго не решалось, вы решились отдохнуть, съездить на выходные, например, там на природу, в какой-то там дом отдыха, либо какой-то спортивный, как это называется, не лагерь, лагерь для детей у нас, спортивные вот эти мероприятия, назовем это так, покататься там на лыжах, на санках, летом на лошадях покататься, в гольф поиграть, еще что-то, просто погулять где-то, шашлыки сделать, рыбалка, ну, по-разному, да. И там вы встречаете людей, которые вам могут помочь. Либо они вам дают какую-то информацию, как решить вашу задачу быстрее. И то, что вы могли бы решать еще несколько недель, вы решаете там за пару дней. Только потому, что вы остановились, пошли, дали себе отдых и встретили нужных людей. То есть вы не, как говорится, не летите, сломя голову, ничего не видя вокруг себя. Иногда нужно остановиться и посмотреть вокруг себя, чтобы найти какие-то другие возможности решения. Еще и с плодотворным взаимодействием. Но здесь однозначно, если вы одиночка, никто кроме меня, да, с чего мы вот это начинали, только я могу сделать хорошо, а вы еще также учитесь работать во взаимодействии с другими людьми. Вот это у вас тоже прорабатывается. Так, карт почти не осталось. Вам здесь нужно научиться доверять не то чтобы другим людям, а научиться доверять высшим силам, миру, там, потоку, понять, что все, что делается, оно всегда к лучшему. Если вы там опоздали на встречу и вас не приняли, возможно, вам бы этот там контракт, он не принес ничего хорошего, да, вы бы не были рады после этого, либо вы упахались бы еще больше, вы там поругались бы с родными, да, то есть все, что оно делается, оно все для чего-то. Либо, например, если сделка сорвалась, давайте что-нибудь другое возьмем, не только про бизнес,
клиент к вам не пришел какой-то, да, если вы мастер по маникюру, клиент там 10 раз уже отменил встречу, никак не приходит, и вы наконец-то, например, научаетесь отказывать тем людям, с которыми вам неприятно работать, которые нарушают ваши границы, которые безответственно относятся к вашему времени в том числе, да, и вы получаете инсайт, что ничего страшного не произошло, что вы не остались без денег, что вы не остались без клиентов, а вы получили еще 2 клиентов, потому что вы теперь спокойно спите, да, не нервничаете, придет человек или не придет, и, соответственно, на эту энергию вы притягиваете более интересных для вас людей, но только после того, как вы прошли этот урок, что вы отказались от того, что было для вас не очень, назовем это так, благостным, да, в данном случае. Так. Я думаю, здесь все. Таро не пригодилось, хотя с него хотела начать. Спасибо вам за ваше время, за ваши комментарии, за ваши лайки. На донаты буду покупать новые колоды и делать новые расклады. Всем хорошего времени. Не знаю, когда вы будете смотреть. И до новых встреч на моем канале. Путь к себе. Пока-пока.